Всем привет, с вами Дима, и сейчас мы послушаем, как Данелия Тулешова поет на America Got Talent. Приступим. Mama always told me that I was so naive, give away my trust for pennies. I said, don't you worry, didn't think that I'd be broken down to cry and help me ride that hard and die. All you do is come around to scare me, took all that. Red shirt, hot in there, don't you know that I cry tears? Поставлю на паузу, потому что уже начинается просто разрыв музыкальный. А когда слушаешь Данелию, думаешь, здорово, восхитительно, такой тембр, так классно. И каждый раз, когда включаешь видео, все равно чуть-чуть, но забываешь уже, как это звучало, и каждый раз удивляешься, потому что еще более взрослый звук. Так низко, так четко, с тембром и очень музыкально. Человек доносит до тебя какую-то музыкальную мысль. Восхитительный тембр, отлично чувствует ритм и подчеркивает вот эту кочевость музыки. Слушаем дальше. Сумасшедшее дыхание, очень связанные фразы. Вот одна нотка переходит в другую и очень-очень плавно. То есть даже там, где у нее какое-то речитативное место и очень много-много-много слогов, все равно у нее это все очень связано. Потом она еще тянет длинные ноты, переходит дальше в следующие длинные ноты на одном дыхании и звучит просто потрясающе. Это, конечно, невероятно. Очень круто звучит. Здесь, по сравнению с предыдущей записью, которую я слушал и делал реакцию на Stone Cold, более какой-то бархатистый тембр. У него, в принципе, он такой очень мягкий, бархатистый, но здесь особенно в силу того, что, конечно, стало больше техники, и она стала взрослее. Чисто по технике у нее здесь более крытая позиция, она еще более собрана в объем. То есть не просто а уже там как бы есть одновременно тон и этот назальный, и еще объемчик. И суммарно получается просто отличный звук. Конечно, я показываю своим голосом, плюс еще мужским, но думаю, схематично понятно, что здесь именно я слышу, какую разницу между тем, как она пела Stone Cold на голосе и как она поет на America Got Talent. Намного больше сочного дыхания и намного более крытая позиция здесь. Слушаем дальше. Тембр сумасшедший. Что интересно, с этими всеми шоу талантов какая штука. Вот ты можешь выступать на сцене перед публикой. Публика тебя слушает внимательно, но она не слушает тебя так, как слушают на шоу талантов или на каких-то конкурсах. Здесь именно оценивают твою уникальность, техническую,
интересность твою как личности. И тут просто тебя реально рассматривают под микроскопом. Плюс еще все это записывается на видео. И ответственность сумасшедшая. Тут нужны просто сумасшедшие нервы, которые это выдержат. Конечно, не только нервы, еще и техника. Если у тебя нет техники, то твои нервы сразу улетят в никуда. И получится ужасное исполнение. Здесь же одно подкрепляет другое. Такая молодая девочка выдерживает эту нагрузку и выдает отличный результат. Ну, она сама же говорит, что она, когда выходит на сцену, все, у нее нету никакого мира, кроме вот этого музыкального. И, конечно, это очень сильно спасает любого профессионала. Просто нужно в определенный момент ощутить вот эту концентрацию полного погружения в искусство, в музыку или в какое-то, скажем, театральное произведение, когда ты работаешь на сцене именно артистом разговорного жанра в театре, предположим. Просто потрясающе. Данелия умница. И мне хотелось бы, чтобы те молодые вокалисты, не обязательно молодые, это те, кому по 10-15 лет. Молодые это те, кто пришли в вокал недавно, чтобы их прогресс хотя бы, ну, процентов 10 от этого сумасшедшего голоса, но тоже смог себе взять. Потому что даже имея 10% от того, как поет Данелия, можно уже очень хорошо работать. Петь в каких-то клубах, каких-то филармониях под духовые оркестры. И вести YouTube-канал, записывать отличные кавера. Просто с 10% от этого сумасшедшего голоса, который есть у Данелии. Вот как-то так. Я не знаю, сколько конкретно у меня есть этих процентов. Я боюсь себя оценивать. Но Данелия это, ну, явление. Очень круто, очень здорово ее слушать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что можно послушать у Данелии еще, чтобы вам хотелось послушать. Всем спасибо и пока-пока.